не примерка ленинградской коммунальной квартиры, это музейная минута. В прихожей вы будете 7 минут. На это время я вас там оставлю, смущать не буду. Для кого-то советские... По крайней мере, говорят. Друзья, я сейчас вас оставлю. Изучайте спокойно пространство, в шкафчик заглядывайте. Вещи изучать можно вот эти смело. Зеркало есть, пофотографируйтесь на память. С собой подобный полисадник с белыми цветами. За забором фруктовые сады. Здесь и находится наша коммунальная квартира. 2 комнаты занимает семья моряка, сам капитан, его жена и 2 детей. Капитаном его зовут только на суше. На самом деле он то ли старпом, то ли штурман на китобойной флотилии Юрий Долгорукий. Одним словом, китобой. Капитан вот-вот должен вернуться из рейса, в котором был 9 месяцев. Вся семья в нетерпеливом ожидании. В 3-ю комнату недавно подселили соседа. Кто он и чем он занимается, загадка. Известно только, что большую часть времени он проводит в ванной. Правда, ей в последнее время редко пользуются по назначению. В городе перебои с горячей водой. Как в то время был город портовый. В этой 13-метровой прихожей между рейсами всегда кто-то ночевал на полу. Там еще стоял немецкий черный огромный гардероб с тумбой. Если вы жили в Калининграде, то вы знаете, что за неделю до прихода китобойной флотилии, за месяц, ателье завалены заказами, потому что каждая дама хочет встретить своего мужчину при параде. Все жарится, варится, в доме генеральная уборка, чтобы папа пришел, и у него не было никаких проблем, чтобы он сидел и отдыхал. Продолжение истории в комнате у соседа. Пройдите до конца коридора и налево. Идите на свет судового фонаря. В комнате, в которой вы сейчас идете, следующее приглашение прозвучит через 7 минут. Звучать оно будет деликатно, не пропустите его. Дверь обозначена табличкой «Идет проявка, не входить». То есть через 7 минут слышите вот эту вот фразу «Идет проявка, не входить». Табличка к тому времени уже погасит, значит вам входить дальше. Все последующие приглашения будут четкие, ясные, громогласные, вы их точно не пропустите. Просто помните, чтобы идти дальше, вы слышите сначала приглашение. Двери за собой будете плотно закрывать, чтобы все продолжалось. Вам приятного путешествия, встретимся на выходе. В советские годы Калининградская область была закрыта. Сюда даже гражданину СССР для въезда требовалось специальное разрешение. В 7 часов закрывались пляжи, на море действовал пограничный режим. Иностранцам в область въезд был полностью запрещен. Но жизнь на западной границе Советского Союза имела и свои преимущества. Например, при помощи медной трубки от холодильника можно было поймать, то у тебя нет Польши. Нет, выходящий на юг или юго-запад. Если такую штуку кто-то неосторожно перевешивает на балконе, мог прийти участковый с представителем ЖЭКа. Dostaliśmy wreszcie zaproszeni na ostrzeż. 110 РЭ. Когда пришел на завод, стало 170. И даже если у тебя папа секретарь обкома, на этом жизненные перспективы в советском Калининграде заканчивались. Но город у нас спортовый, при желании все достать можно. Вот я и подался в искусство. Моряки все подряд везли, ну фантазий-то у них немного было. Джинсы, махер, ну реже аппаратура.
Моряки сами, естественно, конечно, не. КГБ за нами наблюдал. Но они понимали, что здесь не шпионаж, никакой угрозы безопасности государства. На острове Канта дикий пустырь, ничего не было. Обнесено забором, а вокруг забора пустые деревья. Это были примерочные. И туалеты заодно. Называлось это место Толок. От слова толкучка. Работала она по выходным, там было не меньше. Там бабушки с связанными носками сидели. А у меня были моряки, которые не себя. Называется земля. Душа холодного содержания. Те удачливые продавцы чаще всего уезжали в прибой. Приморский ресторан в Зеленоградске. В городе ресторанов было всего 5 штук. Атлантика, Москва, Балтика, Калининград, Янтарь. Да и не попасть туда было обычному человеку. Кот там черный жил, Буталин. Им грузчики чистили ботинки. Работал там дядя Володя, кличка Хирург. Красавец был. Он был шеф-поваром мясного цеха. Холодная водка с сырой кониной за уши не оттянешь. Песни. Такси, девочки, шампанское, виноград зимой и так далее. А когда приходили моряки, например, китобойная флотилия, вояки, что-нибудь закажут на 3 рубля, а понту такого. Вот то ли дело морячки. К ним же подруги прилетали со всего Советского Союза. Это называлось чествование. Ванная использовалась не только по прямому назначению. Горячей воды часто не было, а зимой вообще все ходили мыться в баню. Потому что зимой нужно было топить титан, а ванная чугунная, немецкая, огромная и очень холодная. Поэтому, чтобы пространство не пропадало, здесь находилась фотолаборатория соседа. Фиксатив, увеличитель, красный фонарь. Происходило чудо проявления фотоснимков. Самое ценное в городе К буквально лежало. Если где-то начинали что-то копать, то все, туда снимались. У нас всегда первым был Алик однорукий. У него не было правой руки, он копал левой. Бицепс вот такой был. А в нашем дворе в конце 60-х один умелец, он был продвинут в электронике, сделал самодельный прибор. И вот нащупал ванну прямо во дворе, а в ванной немецкая шуба. Посуда, сковородки, банки железные с немецкими рейхсмарками. Однажды нашли цель, а на ней стрелковая награда, золотая медаль Евгения Матеева. Слово антиквар и еще не было. Оно приравнивалось к слову изменник Родины. Сотрудники милиции нам так и говорили. Как-то один знакомый моряк привез из рейса пленку, на которую он переснял альбом довоенных фотоотчетов в одном немецком магазине. Все приходилось делать самим. Но изучали военные, химикатов было полно у летчиков, и с ними можно было договориться. А на открытках этих был довоенный пионер. Среди пампасов бегают бизоны, где над бабами закат словно кровь. Жил пират угрюмый в дебрях Амазонки, жил пират не верящий в любовь. Чем отличалась калининградская коммуналка от ленинградской или московской? В больших городах коммунальная жизнь была строго регламентирована. В местах общего пользования висели графики уборки и посещения. Вот это шкафчик немецкий. Я с такими работал, реставрировал. Да. В калининградской коммуналке редко проживало больше 3 семей, поэтому действительно все было общим. Один на всех. Очень интересно. Конечно. Когда мы только вселились в нашу квартиру, холодильников еще ни у кого не было. Но была интересная такая технология, когда в стене делается стена, окно, внешнее,
Он весь был заполнен спиртными напитками и фруктами. Что-то было необыкновенное из фруктов, что мы не знали, как это нужно есть. Да какие фрукты? У нас баклажанов не было в Калининграде. Здесь, ну, как бы... Никакой флотилии в самом конце 40-х годов здесь появился свой собственный рыболовный флот. Сельдерные экспедиции. Калининградские рыбаки ходили в океан на маленьких лодках и добывали рыбу для всей страны. При выполнении плана регулярно докладывал государственный Примерно каждый 10 килограмм рыбы, добываемый в нашей стране, выловлен калининградцами. Каждый 10-й – это немало. Из судов, складов береговых рыбообрабатывающих предприятий, из камер холодильников, крутятся у нас вагоны, мороженое, соленое, копченое рыба, десятки видов консервов. Скумбрия стоила 1 рубль 40 копеек за килограмм. За скумбрией стояла очередь, и эту скумбрию покупали и посылали в Россию. И банк написал: «Вот Беларусь, да, Роза». При Калининградском экскурсионном бюро. В субботу были такие организованные экскурсии по Пушной России. Туристы пригласили за колбасой. Это была экскурсия, но все понимали, что, ну, не только, конечно, за колбасой, там и другие интересные продукты были. Я помню, литовских, постоянно стоял вот такой чугунок, чугунные такие кастрюли, и всегда была наварена картошка. Картошка горячая, а наверху нарезан хлеб. И вот пар идет, и хлебушек мягкий страшно летит. По-моему, МГ-42. Хотя Зенитка это же охолостить и музейный экспонат. Тем более, как я читал, там не просто само орудие. Средством комплексного лечения многочисленных заболеваний, а особенно сердечно-сосудистых. Что это? Да. Установившийся традиции. День рыбака в фирменном магазине «Старый море» состоял... В последнем порту решалось, что будет в меню. Повар покупал самое дешевое – курицу. А на сэкономленные деньги... Задач, которые ставит перед собой коллектив, уходя в 15-й антарктический флотилии. Сегодня исполняется 50 лет капитану жалования Николаю Петровичу. И по долгой работе нужно изучать рыбную промышленность. Закаты, словно кровь, жил пират угрюмый в землях Амазонки. Я все время Много лет ему приходилось ловить дрифтерными сетями в штормовой северной Атлантидоры. Истории возможно только после закрывания дверей. Пока китобой в рейсе, дети растут. Вот его двое детей, Саша 13 лет и Оля, ей 18. Детская комната тогда была редкостью. Только дети передовиков производства, каким и был наш плодоводец, могли жить в квартире отдельно. На нашей улице был один целый дом, в котором мы и жили. Остальные все развалки, то есть руины, оставшиеся от старого города. У нас училось по 45 человек в классе. И мы каждый день по дороге в школу тащили по 2 кирпичику. Так и построили сначала школу, а потом спортзал. Красный кирпич был везде. Это были остатки кёнигсбергских домов. Им посыпали дорожки во дворах. Летом это хуй, в другое время года красная грязь. До 8 лет нам казалось, что земля всегда должна быть красного цвета.
В Калининграде все не так, как на материке. Россия была где-то на востоке, а здесь была Европа. За ней Атлантический океан, а еще дальше загадочные Лас-Пальмас, Монтевидео и, наконец, острова Керguelen и Антарктида. Там жили киты, за которыми папа уходил на полгода. Папа никогда не рассказывал, как они их ловили, но всегда привозил китовый зуб. Поэтому в каждой квартире китобоя зуб был обязательно. А в нашей есть даже пингвин, выточенный из китового зуба. Объяснять нам, детям, как это все в море происходит, было бесполезно. Мы бы, конечно, не поняли. Из того, что рассказывал отец, меня впечатлили рассказы про пингвин, как они ходят. Там есть какие-то королевские пингвины, очень красивые, очень важные. И я рисовал это море. А это китобоец с пушкой гарпунной. И на айсберге стоят пингвин. А где их еще стоять? На обычных картах в комнате калининградского школьника вместе с маршрутами Магеллана и Беллинсгаузена всегда был отмечен жирной краской рейс папы китобоя. В 60-е годы из Калининграда мода на Антарктиду распространяется на весь СССР. В каждом советском городе теперь есть кафе-мороженое «Пингвин». Предметы быта, сифоны для газировки, солонки, перечницы делают в виде пингвинов. В детской литературе китобой – фигура, равная космонавтам, полярникам и капитанам подводных лодок. И только калининградский школьник чувствует разницу. Ведь враг у героев один – морское чудовище, с которым сражается отец. Это кашалот из учебников по биологии. А может быть секретная подлодка. Она ходит под красивым названием «Криксмарин». В ней остались все страшные тайны. Вы были на фестивале, когда она доставила район, это был остров, это Кнайпков, остров Столичный Карл. Мы сейчас находимся на Кнайпков. Папа в рейсе уже 9 месяцев, и дети предоставлены сами себе. Жизнь в разрушенном городе не менее интересна, чем морские путешествия. Многие калининградские дети верили, в некоторых развалинах еще прячутся недобитые фашисты. Люди в немецкой форме действительно встречались на улицах Калининграда в 50-е и 60-е годы. Здесь русские столичные режиссеры снимали кино про войну. Вижу, там фашист. Нужен был пионер. И вот, мы завязали эти галстуки, были как новые. Я с ними ходил, даже без коня. Я их прикручивал себе к ботинкам. В подвалах старых домов мы часто находили то, что немцы прятали. Посуду. Старшие товарищи рассказывали, что у них есть трамвай, который еще ходит в Берлин. Но в тот район мы не ходили. К концу 60-х годов весь город был поделен на районы. Границами служили новые проспекты будущего Калининграда. У каждого неформального района было свое название. Стены домов, туалетов, стекла трамваев и автобусов – все было исписано новыми названиями. А калининградские дети изобретали свой город. Правда, прусский дух и здесь пускал свои корни. Центровой район Камбал, например, как говорят краеведы, произошел от немецкого Штандаймер-Вальштрассе, то есть буквально улицы Каменного вала. Но в основном дети моряков предпочитали называть районы в честь наших союзников во Второй мировой войне. И неспроста. Почему Вашингтон? Говорили, здесь была немецкая гостиница «Вашингтон». По другой версии, руины немецкого городского собрания были похожи на американский Белый дом. А вообще, я думаю, во всем виноваты наши папы-моряки. Вашингтон – это самый центр Калининграда, видом на главную столицу Америки. Калининград был закрытым городом. Это значит, что случайный человек, тем более иностранец, не мог здесь оказаться ни при каких обстоятельствах. Но если люди мало это решало как минимум один важный для любого советского школьника вопрос. Мы, дети моряков, понимали, что мы отдельная каста. У нас всегда были фломастеры, была жвачка, полиэтиленовые пакеты, роскошь по тем временам.
У обычных детей ведь не было импортных классных пеналов, фломастеров. Когда приходил отец и вообще китобой, мы выходили на район с пачками жвачки. Всех надо было угостить, конечно. Потому что если бы не угостил, вытащили бы. Жвачка была круче, чем деньги. За жвачку в школе можно было домашку списать. Можно было нанять пару рабов. Да портфель могли за жвачку носить. А там же еще были вкладыши. Из них делали фантики. Это была игра в фанты. Их сминали вот так вот и делали треугольничек. А потом, когда ты их кучу выиграл, обратно утюгом разглаживаешь, чтобы они ровные были, и в коробку. А знаете, сколько всего китобоев привозили здесь? Вот такой вот высоты бумажные мешки, полностью набитые шмотками. Плащи болотные, джинсы. Следуйте в комнату, обозначенную гербом с двумя перекрещенными мечами. Васюша, поздравляю тебя, всю команду с праздником. Желаю удачного рейса. Скучаю, люблю, целую. Балтика выиграла 3-1. Тоня. Радиограмму получил. Благодарю. Купил костюм черный, лапса. Крепко целую. Вася. Нашего капитана зовут Василий, его жена Антонина. Каждый год они расстаются на 9 месяцев. Китобои уходили в рейс в сентябре-октябре и приходили в мае. Поэтому вся жизнь в доме китобоя проходила от встречи до встречи. Общались мы письмами. Нужно было прийти в почтовое отделение номер 35, там опустить письмо в ящик. Переговоры были, но чаще ночные. Вдруг слышишь, в 2-3 часа ночи зынь, зынь, особый звонок междугородний. И там говорят, вас вызывает море. Это был такой восторг! На Ленинском проспекте в Калининграде в 60-е годы была студия звукозаписи. Родные моряков могли записать на грампластинку звуковое письмо, которое отправляли по почте в море. А еще на базе флотилии издавалась своя газета. Пиши. Вася. База Калининградской китобойной флотилии Юрия Долгорукова была образована 1 апреля 1960 года. Она совершила 15 промысловых кругосветных плаваний вокруг Антарктиды. Каждый рейс на флотилии выходило до 1000 моряков. Оказались куда-то в районе Фольклендского мокрый снег. И судно все покрылось льдом, еще штормило все время. Нас то сюда, и волна наверху проходит. Все уйдут на дно. А тут еще выскочил айсберг, выплыл из-под воды. И со второй стороны еще один. И мы между двумя айсбергами. Вот, думаем, нас сейчас и раздавит, как коробку спичек. Такой обрал. Пришлось задний ход дать. Успели уйти. А пингвины на айсберге стояли стеной и смотрели на нас с любопытством. Кругантарктические рейсы были тяжелой и рискованной работой. Но помимо основного китобойного промысла, у каждого моряка была еще одна, не менее важная задача. Ведь дома его ждала семья, поэтому из каждого рейса он должен был привезти определенный набор необходимых вещей. Основной набор – ковры, газовые платки, жвачка, фломастеры, креплен. Было положено привезти 2 парика и не больше. Если моряк брал 3-й, то это контрабанда. И за это можно было, если обнаруживали таможенники излишки какие-то, то за это можно было лишиться и визы. А если более крупные размеры, то и отправиться, как у нас отправился сосед, для поселения.
Говорит Латария, Куантрента и Очио, Платье, un vestido, тушка, una blusa. Звезды он привозил. И ракушки еще. Большие, с подсветкой такой внутри. Там специальная лампочка стояла. Но я до сих пор помню, как он мне однажды привез блузку. Такую красивую, голубую-голубую, как раз к моим глазам. Это был настоящий раритет. Эту блузку носила я, потом дочь, потом моя сестра. Она неснашиваемая. Единственное, что некоторые перламутровые вкладки потерялись, и мы ничего не смогли подобрать взамен. Стояли пальмы, все нормально. Приходи, позвоню. Тонечка, зайди под школу, узнай, беспокоится весь экипаж. Сообщи, целую крепко, Вася. Морякам, которые ходили за границу, часть зарплаты выдавали так называемый монолит. Это был своеобразный заменитель иностранной валюты. Ведь владеть наличной валютой в Советском Союзе было запрещено. Проблема была в том, что отобрать специализированных магазинах для моряков. В Калининграде такой магазин был. Он назывался «Альбатрос». Альбатрос – это такая привилегия наших моряков. И детям, и себе я бывала там тоже. Это на улице Хмельницкого. Он так в тени особо, когда все идут один за одним. Музыка сразу в порту. Музыка играет. И такой праздник. Это просто не передать. Ликовали там от радости, что они вернулись домой живыми. Вот. Плачут жены, родители все плачут от радости. А в небе пушки палят и стоят все красивые. Вот так вот, на палубе. Выстроиться. Папа, наверное, относился скорее негативно. С возрастом он просто очень устал от этого всего. Понимаете, что такое китобоец? Судно, по-моему, 35 метров, да, если я не ошибаюсь, и 30 человек экипажа. Каюты по 4 человека. Отдельная каюта только у капитана. И то она, не сказать, чтобы большая была. Каюты маленькие, очень тесно. Сказать, какие условия там. В машинном отделении 40 с лишним градусов жара. На палубе может быть минус 20. Это Антарктида. Длительные переходы, без берега. Рейсы 8-9 месяцев. Иногда бесконечные шторма. Иногда они не выполняли план. Иногда еще что-то, там какие-то поломки иногда случались, и они не могли работать. И это суденышко, которое вот так вот просто по волнам идет, потому что оно маленькое, просто маленькое. Условия просто адские. Это каторга была. Натуральная каторга, за которую, конечно, хорошо.